Всем привет! Sony AS300 и GoPro 10 Black. Две камеры вот такого небольшого форм-фактора, и которые между собой конкурируют. Можно смело назвать их конкурентами. Хотя и GoPro более свежий вариант, Sony давно не обновлялась. Но даже вот более свежему варианту GoPro Sony, даже AS300, не говорю я уже о X3000, в которой есть возможность записи видео в 4К, в HDR AS300 только Full HD, может составить конкуренцию данной камере. Есть плюсы, что в данной камере, что в этой однозначно. Много плюсов имеет GoPro, много плюсов имеет Sony. Также и есть и минусы. Много минусов имеет GoPro и свои минусы имеет Sony. Рассмотрим эти две камеры из вашей потребности камеры для экшена. Потому что другого форм-фактора есть устройства, которые видео и аудио записывают получше, чем вот эти вот два устройства. Форм-фактор небольшой камеры, которая поместится в кармане и не боится, в общем-то, каких-то сотрясений. Всевозможные варианты есть крепления. Как на шлем на голову, так и на руль на велосипед, в автомобиле, на присоску, все различные варианты. GoPro, наверное, идеальный вариант вот такой камеры. Ее можно закрепить куда хочешь. Два экрана, очень классно, очень помогают они для мониторинга картинки, которую пишет камера. Очень классно. Стабилизация в данной камере также на высоком уровне. Стабилизация просто супер. Как бы ты камерой не тряс, картинка очень плавная. Даже выигрывает по стабилизации у Sony. По аудио однозначно выигрывает Sony. Ее встроенные микрофоны пока не превзошла GoPro. Но с GoPro уже тоже подтянули запись аудио, как для экшн камеры, вполне таки достойная. Смотрите, зачем записываю это видео? Потому что многие спрашивают камеру для влога. И чтобы она была небольшая, чтобы ты ее взял в карман, зарядил аккумулятор и в нужный момент достал, включил и записал, что нужно. И многие спрашивают, что лучше купить, Sony или GoPro. Первое, что вы должны определиться. Если ваше видео будет связано с экшеном, падение, будет большая возможность, что она будет где-то падать, отрываться с крепления, часто у нее будет возникать какие-то сотрясения, то лучше брать вот форм-фактор GoPro. Sony конструктивно не рассчитана на падение. У нее имеется внутри подвес, который может оторваться. У многих такое происходит, если неаккуратно обращаться с камерой. Она не совсем экшн камера. Она скорее камера для влога. Если рассматривать надежность работы, сразу скажу, что тут выигрывает Sony в любом случае. Вот это вот Sony AS300 у меня уже долгое время. На протяжении всего времени я ей часто пользовался, часто записывал на нее ролики. И ни в жару, и ни в какой мороз она меня не подводила. Я не помню таких моментов, чтобы камера отключалась, зависала, пропадал ролик какой-то. То есть ты ведешь запись, ориентируешься на светящийся светодиод. Потому что здесь на экране, в общем-то, ориентации никакой нету. Здесь просто менюшка. Никогда не было такого, что какой-то отрывок ролика куда-то пропадал, камера зависала, не выключалась или не включалась. Никогда такого не было. GoPro я пользуюсь совсем недавно. И уже было несколько моментов, когда камера тупо зависла. И ничего невозможно сделать, не выключить ее, не перезагрузить. Только нужно было извлекать аккумулятор. Как раз зависла на ответственном моменте, когда я записывал ролик. И мне нужно было, чтобы она его сохранила. Там уже было записано на карте памяти очень много роликов, которые для меня были важны. И вытаскивая из нее аккумулятор, чтобы ее перезагрузить, у меня возникал вопрос, а сохранится ли запись на карте памяти? Все ролики, которые там были. Но все прошло нормально, записи все сохранились. Пришлось вытащить аккумулятор, переставить. Камера запустилась, дальше работала. Нагрев у нее очень сильный, даже по сравнению с Sony. Sony тоже греется, но GoPro просто раскаляется. Огромный минус — это аккумуляторы.
то есть потребление GoPro аккумуляторов, она их просто ест, ну, на глазах. Хоть ее заводской аккумулятор родной, хоть вот я купил, на видео вам показывал, заменители для GoPro 9, но все подходит. Китайские варианты, которые не оригинальные и стоят намного дешевле, но они также работают, как и оригинальный аккумулятор. GoPro их жирает просто моментально, если сравнивать с Sony. Соневские аккумуляторы, вот родной, который шел с ней, и вот те, которые заменители китайские я покупал, работают отлично. Аккумулятора, ну, намного дольше хватает для записи видео, если сравнивать с GoPro. Поэтому тут вот важный момент, это автономность работы. Автономность работы на стороне Sony. По качеству картинки. Возможность 4К съемки и 5К, там и большие очень разрешения, но которые не используются, практически не используются. Для монтажа этого видео нужен мощный, очень мощный, дорогой компьютер. Поэтому максимум 4К, и то редко, может, вы будете снимать. 4К Sony также X3000 записывает, а S300 1080p Full HD. Если сравнивать Full HD GoPro и Full HD Sony, картинка качественная, что с той камеры. В GoPro немного цвета как бы вот подкрашенные, более насыщенные. Sony картинка более реалистичная. Вот смотришь, ну, как бы на хорошую профессиональную камеру идет съемка. Даже иногда не скажешь, что это Sony. Стабилизация, как я сказал, чуть хуже. Но если рука у вас уверенно держится, картинка будет классная, плавная, без всяких рывков. Стабилизация есть, подвес здесь есть, без всяких вопросов. По удобству использования. Здесь уже есть штативная резьба. То есть вам не надо здесь никакие дополнительные моменты вот эти. Сюда переходник с резьбой, как здесь вот на камере. Накрутил, и она уже на присоске. Удобство использования, что вот нету дисплея. Да, тут удобно, классно. Переворачиваешь камеру, тут же переворачивается картинка, не надо менять положение, заходить, переворачивать, как в Sony. Здесь именно нужно зайти в меню, если ты камеру используешь кверх ногами, нужно зайти и перевернуть картинку. В GoPro переворачивается картинка автоматом. Два экрана, да, но в Sony можно докупить вот такой вот вариант беспроводного дисплея, который можно закреплять на ремешке. Соединяется он по Wi-Fi или по Bluetooth, я не помню, два варианта можно. И ты управляешь и видишь картинку с камеры с Sony. Можно останавливать, можно заходить в меню, делать настройки удаленно вот на расстоянии работы сигнала. Такой вариант также возможен. Скажете угол, как понять, насколько держать, на какое расстояние камеру, чтобы попасть в объектив. Проблем вообще нету. Можно ставить широкий, сверхширокий угол, узкий. Все, люди привыкают, вопросов с этим нету. Снимается с Sony нормально. Да, много новых фишек, современных фишек в GoPro 10. Есть голосовое управление, можно сказать камере записывай видео, можно сказать камере останови запись видео. Этого нету в Sony. Но если брать на первый план надежность работы, качество работы, автономность работы от аккумуляторов, то тут выигрывает, конечно, Sony. GoPro приходят обновления в приложение, обновляются прошивки, что-то они дорабатывают, что-то подтягивают, пытаются сделать более стабильной работу камеры. Но пока то, что я вам говорю, косяки вот эти основные, они присутствуют. И вы должны это понимать при покупке данной камеры. Самый, конечно, идеальный вариант, когда у вас вот две камеры есть. Но понятно, что они стоят денег, что та камера, что та. Идеальный вариант это когда что-то одно вас будет устраивать. Поэтому для кого главная надежность в работе, стабильность работы в любых условиях, то на данный момент это Sony. Кто будет заниматься экшеном, то, конечно, желательно брать GoPro. Большой вариант крепления в разные места камеры, лучшая стабилизация и меньшая вероятность поломки камеры при падениях. Ну а если вам не обязательно хочется экшен камеру, а просто нужно устройство, на которое будет записываться красивое видео, красиво, качественно, то, конечно, это iPhone. iPhone, начиная с 11 отлично снимает, записывает видео
Full HD 4К, отлично пишется звук, если вы еще докупите. Выносной микрофон, беспроводной или проводной микрофон, аудио у вас будет на высоком уровне, так как и в видео. iPhone 13 Pro вообще идеальный вариант для видео. 3 камеры, куча различных современных режимов. Очень классное устройство. Тот универсальный аппарат, когда в нем и телефон, и камера, и фотокамера. Отдыхают и Sony по качеству видео, по стабилизации, по всем моментам. Отдыхает и GoPro. Кстати, по автономности работы также отдыхает и Sony, ну и соответственно и GoPro. Автономность на полностью заряженном аккумуляторе для работы как самого телефона, так и фото-видеокамеры очень большое. Вкратце вам сегодня рассказал об этих двух камерах. На GoPro сейчас ведется съемка со штатива. Выбирайте. Я посоветовал бы Sony. Кому нужно без проблем, без лишней нервотрепки, без потери файлов, без перегревов, без внезапно севшего аккумулятора, это Sony. Для любителей GoPro, скорее всего, любители и фанаты GoPro, именно GoPro свежую и покупают. Мне бы был интересен вариант камеры Sony обновленной. Эта модель уже очень старая, но она до сих пор актуальная. На сегодня все. Ставьте лайки под видео, кому понравилось. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь в Telegram. По видеонаблюдению, кому интересно, также я веду целый плейлист. И чат в Телеграме также есть по видеонаблюдению. Всем удачи и до следующих видео.